Мир рыбацких будней не раз открывал перед людьми свои темные бездны и светлые горизонты. Неистовые штормы, слепые туманы, величественные айсберги встречались на пути каждому из них. Но то, что выпало на долю экипажа в тот августовский день 1957 года, рядом с дикими, безмолвными камнями безымянного острова на просторах Тихого океана, лишило слов даже самых бывалых волков. Капитан Сергей Громов, переживший 3 десятилетия на бурных водах, унес в памяти картину, которую невозможно забыть. На остром, как нож, берегу стояло существо, полуночь между зверем и человеком. Борода струилась по высохшей груди, волосы превращались в спутанный мох, опаленная солнцем и ветрами кожа была натянута, будто старая парусина. На плечах джут звериных кож, в костлявых пальцах, древнее копье, изготовленное из обломков спасения. Но более всего настораживали глаза, живые, полные дикого огня, почти одержимые, но не угасающие. Незнакомец размахивал руками, на языке у него рождались крики, хриплые, вырывающиеся из уст, когда лодка приблизилась, и струи морской воды заиграли на борту. Громов уловил дрожащие слова: «Свои, свои, советские, заберите меня». Позже стало известно, что перед рыбаками предстает никто иной, как матрос второй статьи Иван Ковалев, более 3,5 лет считавшийся погибшим. 4 года одиночества, 4 зимы и 4 знойных лета он провел, изгнанник на забытой Богом полоске суши, борясь с голодом, холодом, болезнями и самой страшной бедой — отчаянием, которое точило душу. Надежда тлела и все же однажды обернулась спасением. Ковалев был найден. Когда его, изможденного, исцарапанного временем и бурями, доставили на сушу, врачи и психиатры изучали это исчезающее тело, этот сгусток старых ран, этот сломанный, но не сломленный разум. Все пытались разгадать тайну, как человек устоял перед ужасом одиночества. Как он уцелел там, где все, казалось бы, должно было погаснуть. Где черпал он силы, ведь даже слабый отблеск веры в спасение в подобных условиях на грани безумия. Разгадка прячется в прошлом, на 4 года назад. В промозглом дыхании октябрьского утра 1953 года, когда рыболовецкое судно «Дальневосточник» выводило свой скрипучий борт из бухты Владивостока навстречу новым испытаниям. Если вам по душе удивительные человеческие истории советской эпохи, подписывайтесь на наш канал. Ждут вас здесь и другие не менее невероятные рассказы о тех, кто пересек границу возможного и остался собой. Не проходите мимо. Иван Ковалев увидел свет в крошечной северной деревушке под Архангельском в 1930-м. Отец его был суровым рыбаком Белого моря, а мать — тихой хранительницей большого семейства из 5 детей. Иван оказался сыном средним, не выделялся ростом, не был особенно ловок, но обладал упрямством, что, казалось, проросло в нем от корней. Вода его всегда манила, а деда, по отцовской линии, уважали за промысловую хватку. Он плавал на зверобойных судах к далеким берегам Новой Земли, и Иван впитал эту страсть к морской стихии, умение встречать беду без страха и паники. «Море-зверь», — шептал дед внуку, — «грейся у печки, чини сети, но заранее готовься к буре. Кто выказывает страх, уже утопленник». Позднее эти слова зажгут свет в непроходимой тьме. В 15 училище мореходов, где Иван учился посредственно, но практиковался так, что его пальцы могли в темноте распутать и самый хитрый морской узел. Чуяли небо по набегающим тучам и рассеивали страхи подколами и шутками. Преподаватели отмечали его невозмутимость. «Этот Ковалев не теряет головы», — писали. «Будет моряк, что надо». В 1948 году, окончив обучение, Иван оказался в команде «Дальневосточника», траулера с долгой судьбой. Полинялый корпус, трещины и заплаты, но крепкий нрав и выносливость.
В экипаже сходились опыт и юность, был и сброд ссыльных, и новобранцы с робкой тенью училища за плечами. Во главе судна стоял Василий Петрович Сухоруков, седой, морщинистый великан, для которого воды Тихого океана стали родными просторами, где знал каждую губу, каждый коварный риф и каждую трещину в дне. Его уважали, побаивались, но никто не сомневался, где капитан, там и штурвал в надежных руках. Ивана новичком встретили настороженно, старший сделал акцент — северянин. Но здесь не Белое море. Шторм встает стеной, волна поднимается до небес. Одна ошибка — и развеют по воде. Хочешь выжить — учись, слушай, работай, не пытай счастья. Иван кивнул, быстро уловил законы, по которым живет корабельная жизнь. Первое полугодие стало огнем и водой, тяжелая работа, испытания и шуточки на выносливость. Боцман Рогов, чья грубая ладонь сжималась словно медвежья лапа, однажды избил Ивана из-за мнимо неправильно закрепленного груза. На самом деле, хотел расставить акценты в иерархии, Иван не сдался, не стал жаловаться, не ответил кулаком, а через день показал работу, безукоризненно. Так постепенно его признали. Полюбили за надежность. Не пил, помогал, мотор мог починить, смену отработать за двоих, чужие сплетни обходил стороной, но друзей выручал бескорыстно. К весне 1953 года Ковалев был своим. Тогда же, весной, письмо налетело на судно, будто ветер из дому донес весточку. Младшая сестренка Маша писала: «Отец не пережил зиму, мать слегла, младший брат связался с шайкой, грозит тюрьма. Деньги нужны, помощь нужна, как воздух». Иван, вглядываясь в безбрежную сине-стальную гладь, мысленно метался между домом и морем. Контракт не заканчивался, уйти сейчас, закрыть навсегда двери в большую воду. Другой судьбы для себя он не представлял. Решил продержаться, доработать, накопить, спасти семью. Осень накатила серостью и ветрами. Метеорологи настаивали: грядут тайфуны, море злится. Но график давит, планы требуют жертв. Нужно выйти на последнюю ходку сезона, и только тогда ремонт и долгожданный отпуск. Всего один рейс отделял Ивана от дома. 21 октября дальневосточник распарывал серое горло залива, небо грозило грозой, но капитан, привыкший глядеть штормам в лицо, был спокоен. Эти воды он плавал не первый десяток лет. 2 дня прошли в рутине. Сети уходили за борт, рыба шла косяками, потрошили улов, утрамбовывали трюмы. Иван стоял на своем посту, смотрел, как волны, одна за другой, бьют о старый корпус, как проступают брызги на хмурую палубу, мечтал о доме, матери, объятиях, о том, как вернет заработанное. Все должно быть хорошо. Шторм, словно рассерженное животное, набросился на рассвете 3-го дня. Ветер усиливался, волны становились выше и жестче. К полудню море кипело, будто чудовищный котел. Темные валы, 10-метровые великаны, перекатывались через корабль, стирая все, что не закреплено. Ветер взвывал так, что казалось, океан ожил, сломал снасти, сгибал антенны, превращал воздух в вихрь. Капитан отдал приказ заткнуться в каютах, лишний раз на палубу не выходить, только в случае самой острой нужды, да и то, пристегиваясь страховкой. Но беда не ждат, внезапно отрывает спасательную шлюпку, и если ее не вернуть и не закрепить, пробьет борт, либо унесет волнами. Без нее в море билет в бездну для всей команды. Рогов ухватил трос и Ивана с собой позвал: «Легкий ты и проворный, будешь на руку». Обвязались ремнями, вступили в бой с ветром и водой. Шли почти на ощупь, видимость никакая, лишь нутро да память ведут вперед. Боцман первым добрался до шлюпки, начал крепить канаты, Иван держал страховку, подавал инструменты. И в этот миг гигантская волна, выше здания, обрушилась на судно, резко накреняя дальневосточник. Иван рванулся,
искал опору. Пальцы соскальзывают по мокрому металлу, трос натягивается, держит, и вдруг с хрустом обрывается, перестав служить спасением. В одну секунду Иван летит за борт, в ревущее море. Океан жадно втягивает его в ледяную пасть. Температура воды в октябре – 10 градусов. Такая холодная безжалостная хватка лишает человека сил за считанные минуты. Сердце цепенеет, легкие каменеют, мышцы становятся непослушными, как парализованные. Большинство в такие минуты уже утонуло бы. Но Ковалев держался, помнил слова деда: «Паника смерти равна». Первая задача – остаться на плаву, вторая – отыскать силуэт судна. Взгляд шарит сквозь водяную мглу и дождевые космы, дальневосточник исчезает вдали. Ветер и течение несут прочь, словно веточку в половодье. Он кричит, машет руками, но в этом аду кто услышит, кто заметит. На судне поняли неладное лишь спустя десяток минут. Когда Рогов закрепил шлюпку и повернулся, Ивана рядом не оказалось. Проверили каюты, пусто. Капитан сразу перевел судно в поисковое. Но искать человека в океане такого нрава — все равно, что найти светлячка в лесу среди бури. Волны скрывают все, ночь сгущается, дождь барабанит по насту. 3 часа прочесывали точку за точкой, лучи прожекторов рассеивали тьму, звали рупором, бросали спасательные круги. Бесполезно. К концу дня пришлось смириться. Это уже игра на выживание для самого судна. Капитан занес в вахтенный журнал гибель. Матрос второй статьи, Ковалев, смыт волной, погиб при исполнении. Из Владивостока ушла радиограмма. Через неделю в северную деревню принесли похоронку. Матери хватило 3 дней, чтобы сгореть от горя, ее положили рядом с мужем. Сестра осталась одинокой, опорой стал только младший брат. Так погиб, по мнению всех, Ковалев. Но сам Иван все еще сражался. Когда иллюзии спасения исчезли как мираж, когда тело цепенело от стужи, он заставил себя взглянуть вокруг. В бурлящем хаосе зыбил длинный ствол дерева, не иначе шторм принес. Иван, забирая последний запас сил, двинулся вперед. Ноги, отяжелевшие как свинец, едва слушаются, разум мутит. Но слова деда поднимают на волне памяти: пока не страшно, не погиб. Греб из последних сил, пока не дотянулся до бревна, вцепился руками, ногами, прижался телом. Вот он, хрупкий плод спасения. Дальше только глухой холод, что проникает до костей, вытягивая тепло из самой сути. Иван знал, если заснет, не проснется. Нужно держаться, двигаться, не давать телу замерзать окончательно. Часы тянулись как годы. Иван уже не помнил толком, сколько времени провел в воде. Начинались галлюцинации. Казалось, видит огни судна, слышит голоса, чувствует, как кто-то тянет его из воды. Но это были обманы умирающего сознания. Реальность была одна: он бревно и бесконечный океан, который хотел его убить. К вечеру, когда силы почти покинули Ивана, когда он уже готов был отпустить бревно и пойти на дно, случилось чудо. Впереди сквозь пелену дождя он увидел землю. Ни мираж, ни галлюцинация, настоящую землю. Скалистый берег, деревья, что-то твердое, где можно встать на ноги. Волны несли его к берегу. Иван вцепился в бревно, молился всем богам, лишь бы волна не развернулась, лишь бы донесла до земли. Ударило о камни жестоко. Бревно треснуло от удара. Ивана швырнуло на скалы. Он почувствовал острую боль в ребрах, в голове. Потом еще одна волна подхватила, протащила по камням, выбросила на песок. Он лежал лицом вниз, харкал соленой водой, пытался понять, жив или это уже смерть. Но мертвые не чувствуют боли. А боль была везде: в ребрах, в голове, в руках, содрах об камня. Значит, жив, значит, выжил. Иван попытался встать, но ноги не держали, сознание плыло. Он отполз от воды, подальше от прибоя, добрался до какого-то укрытия под скалой
и потерял сознание. Когда пришел в себя, было утро, шторм стих. Солнце светило, нагревая продрогшее тело. Иван лежал и смотрел в небо, не веря, что жив. Потом начал осматривать себя. Ребра целы, хоть и болят. Наверное, ушиб. Руки содраны в кровь. На голове шишка размером с яйцо. Одежда изодрана, но жив. Цел на твердой земле. Он сел, огляделся вокруг. Остров небольшой, по виду 3 километра в длину, поросший низкорослыми деревьями и кустарником. Скалистые берега, несколько песчаных пляжей. Птицы кружили над водой. Слева виднелась небольшая речка, стекающая с невысокого холма в центре острова. Признаков человеческого присутствия не было. Ни домов, ни лодок, ни дымок костров. Необитаемый остров посреди Тихого океана. Первая мысль — меня найдут, ведь поиски продолжаются. Капитан Сухоруков не бросит своего, значит, нужно продержаться несколько дней, разжечь сигнальный костер, собрать что-то яркое, чтобы видели с воздуха, подождать. Вторая мысль — холодно. Одежда мокрая, насквозь пропитанная соленой водой. На ветра можно простудиться и умереть от пневмонии быстрее, чем от голода. Иван снял рубашку и брюки, развесил на камнях сушиться, сам сидел, прижимаясь к нагретому солнцем камню, дрожа всем телом. Постепенно тепло возвращалось. Когда одежда подсохла, он оделся. Стало немного легче. Третья мысль — вода. В море провел часов 8, наглотался соленой воды. Теперь жажда терзала нещадно. Пресная вода — это жизнь. Без еды человек может прожить неделю. Без воды 3-4 дня. Он пошел к речке, которую видел с берега. Ноги подкашивались от слабости, но он заставлял себя идти. Речка оказалась ручьем, тонким, но чистым. Вода холодная, вкусная. Иван пил жадно, не отрываясь, потом умыл лицо, руки, почувствовал, как жизнь возвращается в тело. Рядом с ручьем нашел плоский камень, лег, закрыл глаза. Организм требовал отдыха. Все остальное потом. Проспал до вечера, проснулся от холода, солнце садилось, температура падала. В тонкой рабочей одежде без огня, без укрытия ночью будет плохо. Нужен костер. Иван начал собирать сухие ветки, щепки, все, что могло гореть. Сложил в кучу на открытом месте у берега. Но как разжечь? Спичек нет, зажигалки нет. Остался старый способ трения. В училище учили. Взять 2 палочки, одну вращать, создавая трение, пока не пойдет дым. Потом добавить сухую траву, раздуть огонь. Теоретически просто. Практически ад. Иван пытался 1-2 часа. Руки стерлись в кровь, палочки крошились, но огня не было. Отчаяние подступало. Без огня ночь станет испытанием. И тут он вспомнил, в кармане брюк, может быть, сохранилось что-то. Проверил чудо. Металлическая пуговица и складной нож, которым чинил сети. Лезвие маленькое, но острое. Можно попробовать высечь искру, ударяя нож о кремень. Иван нашел подходящий камень. Твердый, с острыми гранями, приготовил сухой мох, растертую в пыль кору. Ударял ножом о камень снова и снова. На 20-й попытке искра упала на мох. Дым. Иван раздувал осторожно, прикрывая ладонями от ветра, добавлял тонкую кору. Пламя вспыхнуло маленькое, но настоящее. Огонь — жизнь. Он подложил веток. Костер разгорелся. Тепло, свет, надежда. В первую ночь на острове Иван сидел у костра, смотрел на пламя и думал о том, как быстро все изменилось. Вчера он был обычным моряком на обычном судне с товарищами планами будущим. Сегодня один на необитаемом острове, без еды, без инструментов, без понятия, где находится. Но он был жив, и это главное. Жив значит есть шанс, значит нужно бороться. Дедовский голос звучал в голове. Море забирает слабых, а сильные возвращаются.
Иван Ковалев решил вернуться любой ценой. Утро второго дня принесло новое испытание – голод. Желудок сводило спазмами, тело требовало энергии. Вчерашние запасы сил, полученные от последней еды на судне, исчерпались. Нужна пища любая. Иван обследовал берег. Отлив обнажил полосу камней, покрытых водорослями. Между камнями в лужицах морской воды копошилось что-то живое. Присмотрелся крабы небольшие с ладонь размером. Он попытался поймать одного голыми руками, но краб оказался проворным. Юркнул под камень. Пришлось действовать хитрее. Иван нашел плоскую палку, загонял краба в угол между камнями, потом быстрым движением прижимал. Первый краб достался с трудом, но дальше пошло легче. За час поймал штук 8. Варить было не в чем. Котелка нет, посуды никакой. Пришлось жарить на камнях у костра. Раскалил плоский камень до красна, положил на него краба. Панцирь треснул, пошел запах. Мясо побелело. Иван начал есть, обжигая пальцы и губы. Вкус был странный, соленый, жесткий. Но для голодного человека это казалось деликатесом. Съел всех 8 крабов, высосал каждую клешню. Желудок успокоился. Появились силы думать дальше. После еды Иван решил исследовать остров. Нужно было понять, где находится, есть ли источники пресной воды, какие животные и растения здесь обитают, можно ли найти материалы для постройки укрытия. Он пошел вдоль берега, внимательно изучая местность. Остров оказался больше, чем казалось, километров 5 в длину, километра 2 в ширину. В центре возвышался холм метров 100 высотой, покрытый низкорослым лесом. По склонам росли какие-то кустарники с мелкими ягодами. Иван попробовал одно, кислое, вяжущее, но съедобное. Это была морожка, северная ягода, знакомая с детства. Значит, климат здесь похож на северный. На западном берегу он нашел небольшую бухту, защищенную от ветра скалами. Песчаный пляж, пологий вход в воду, рядом ручей. Идеальное место для лагеря. Здесь можно построить укрытие, разводить костер, добывать воду и еду. Иван решил, здесь будет его дом, пока не придет спасение. Но прежде чем строить дом, нужно было организовать сигнал для спасателей. Иван собрал кучу сухого хвороста на самой высокой точке берега, сложил так, чтобы можно было быстро поджечь. Рядом выложил из белых камней огромные буквы СОС. С воздуха должно быть видно. Каждый вечер он поднимался на холм и смотрел на горизонт, высматривая огни судов. Но океан оставался пуст. Только волны, только небо. Никого. Третий день на острове Иван посвятил строительству укрытия. Жить под открытым небом было невозможно. Ночи становились холоднее, начинались дожди. Нужна крыша над головой, стены, защищающие от ветра. Он нашел небольшую расщелину в скале у бухты, естественную нишу, глубиной метра, шириной метра 4. Почти готовая пещера. Оставалось только соорудить переднюю стенку и крышу. Материала было достаточно. Плавник, огромные бревна, выброшенные на берег штормами. Иван таскал их к пещере, устанавливал как каркас, сверху укладывал ветки, траву, куски коры. Примитивное, но надежное укрытие. Работа шла тяжело, без инструментов, на голом энтузиазме. Руки покрылись мозолями, спина болела, но Иван не останавливался. Работа помогала не думать о главном, о том, что его могут не найти никогда. К вечеру 4-го дня укрытие было готово. Внутри можно было встать в полный рост, лечь, развести небольшой костер для обогрева. Иван натаскал сухой травы, сложил запас дров у входа. Теперь у него был дом. Жалкий, примитивный на дом. Он сидел у входа, смотрел на закат над океаном и впервые за эти дни позволил себе расслабиться. Выжил, обустроился, есть еда, вода, кровь. Можно ждать спасения, только бы оно пришло. Но недели шли, а спасатели не появлялись.
Иван каждый день поднимался на холм, смотрел на горизонт, поддерживал сигнальный костер в готовности. Но океан молчал. Ни судов, ни самолетов, ни даже далеких огней. Он был совершенно один в этой части Тихого океана. Постепенно приходило понимание, его не ищут. Скорее всего, сочли погибшим. Записали в списке утонувших и забыли. Так иногда случается на море. Человек исчезает за бортом. Поиски идут несколько часов, потом прекращаются. Океан слишком велик. Шансы найти упавшего слишком малы. Экипаж возвращается в порт, отдают документы, хоронят по пустому гробу. Жизнь продолжается. Для всех, кроме того, кто остался в океане. Эта мысль была страшной. Иван пытался гнать ее прочь, убеждал себя, подождут еще, обязательно придут. Но с каждым днем вера слабела. К концу первого месяца на острове он почти смирился. Спасения не будет. Если хочет выжить, придется рассчитывать только на себя. Значит, нужно учиться жить здесь по-настоящему. Не просто пережидать несколько дней, а обустраиваться надолго, на месяцы, может, на годы. Первая зима на острове стала настоящим испытанием. Холод шел в ноябре. Ветра усилились, море стало злым, серым, неприветливым. Температура опускалась ниже нуля. Шел снег, не такой обильный, как на севере, но достаточный, чтобы покрыть землю белым одеялом. Иван утеплял свое жилище, как мог, заделывал щели мхом и глиной, строил внутри вторую стену из плавника, создавая воздушную прослойку, делал запасы дров, таскал их в укрытие, пока есть силы. Еда стала проблемой. Крабов зимой почти не было. Рыбу поймать без снастей невозможно. Ягоды кончились. Оставалась только охота. Иван сделал первое свое орудие — копье. Взял длинную прямую палку, обжег конец на огне до твердости. Заострило камень. Примитивное, но действенное оружие. С этим копьем он выслеживал морских птиц, гнездившихся на скалах. Подкрадывался тихо, метал копье. Первые 10 попыток были неудачными. Птицы улетали, копье падало мимо. Но Иван учился, оттачивал технику. Запоминал повадки добычи. Через неделю он убил первую чайку, ощипал, выпотрошил, зажарил на камнях. Мясо было жестким, с привкусом рыбы, но это был белок, калории, жизнь. Зимой он научился ловить рыбу руками, нашел небольшой участок ручья, где рыба застревала между камнями во время отлива. Подолгу стоял в ледяной воде, дожидаясь подходящего момента. Потом быстрым движением хватал и выбрасывал на берег. Способ медленный, выматывающий, но рабочий. За день удавалось поймать 2-3 рыбины. Этого хватало, чтобы не умереть с голоду. Но он понимал, нужны нормальные рыболовные снасти. Иван вспомнил, как дед делал крючки из костей. Взял кость убитой чайки, расщепил вдоль, заточил конец камень, придал форму. Получился примитивный крючок. Леску сделал из сухожилий птицы, вытянул тонкие волокна, высушил, скрутил в прочную нить. Удочку смастерил из гибкой ветки. Первые забросы были неудачными, но постепенно рука набилась, рыбалка стала эффективнее. Самым страшным врагом зимой оказалось не отсутствие еды, а одиночество. Иван проводил дни в полном молчании. Он начал разговаривать сам с собой, чтобы не забыть голос. Рассказывал вслух о своем дне, обсуждал планы, вспоминал истории из жизни. Придумал себе воображаемого собеседника, назвал его Петей в честь младшего брата. Спрашивал у Пети совета, спорил с ним, даже смеялся над его шутками. Однажды ночью, в самый разгар метели, когда ветер выл как живое существо, а снег забивался во все щели, Иван чуть не сдался, лежал в своем укрытии, слушал вой ветра, думал о доме, о матери, о теплой печке, о горячей еде, о людях. Слезы текли сами собой. Он плакал от безнадежности, от усталости бороться. Но утром, когда метель стихла,
когда солнце выглянуло из-за тучи, осветило белоснежный остров, что-то изменилось. Иван вышел из укрытия, вдохнул морозный воздух, посмотрел на сверкающий снег, на чистое небо, на океан, и вдруг ясно понял: сдаться значит предать деда, который учил не сдаваться. Он не имеет права умереть просто так, должен бороться до конца. С того дня Иван перестал считать дни в ожидании спасения. Начал жить здесь по-настоящему, обустраивать быт, совершенствовать навыки выживания. Весной, когда снег растаял, Иван обнаружил на острове диких кроликов, небольшие, пугливые, но их было много. Он принялся ставить селки, как учил дед. Вязал петли из растительных волокон, вымачивал молодые побеги и в воде 3 дня, потом разделял на тонкие полоски, сушил, скручивал в прочные нити. Петли ставил на кроличьих тропах, маскировал травой. Первые недели поимки были редкими, но постепенно он набил руку. Кролик давал не только мясо, но и шкурку. Иван научился выделывать шкуры примитивным способом. Снимал шкуру целиком, выскабливал острым камнем изнутри жир и остатки мяса, промывал в ручье, размягчал в растворе золы и воды. Щелочь разрушала белки, делала кожу эластичной. Потом растягивал на раме из веток, сушил на солнце, разминал руками. Получалась грубая, жесткая кожа, но из нее можно было шить. К лету 1-го года на острове у Ивана была уже целая мастерская коллекция инструментов из камней и костей. Ножи, скребки, шило, иглы, запасы копченой рыбы и вяленого мяса, одежда из кроличьих шкур поверх истлевшей матросской формы. Он даже сделал подобие обуви, обернув ноги шкурами и закрепив их жилами. Выглядело дико, но работало. Но самое важное, он научился сохранять рассудок. Создал себе распорядок дня. Подъем с рассветом, проверка селков и удочек, сбор дров, приготовление еды, работа по улучшению быта, вечером сидение у костра и рассказы вслух. Он пересказывал себе книги, которые читал в детстве, истории, услышанные от деда, случаи из морской службы. Это помогало сохранять связь с человеческим миром. 2-й год на острове начался с открытия. Иван, исследуя дальний конец острова, нашел обломки судна. Старые, полузасыпанные песком и заросшие водорослями, но определенно корабельные конструкции. Остатки деревянного корпуса, куски металла, что-то похожее на якорную цепь. Он раскапывал обломки с лихорадочным волнением, нашел несколько ржавых гвоздей. Сокровище невероятно. С гвоздями можно строить более прочные конструкции. Нашел кусок брезента, истлевший, но еще пригодный для крыши. Нашел осколки стекла, режущие инструменты. Но главной находкой был металлический котелок, помятый с дырой в боку. Иван заделал дыру глиной, смешанной с золой, обжег на огне. Глина затвердела, дыра закрылась. Теперь можно было варить еду, кипятить воду. Это меняло все. Но обломки судна несли и другую весть. Здесь когда-то разбились люди. Возможно, тоже пытались выжить на этом острове. Что с ними случилось? Иван искал следы, могилы, кости, но не нашел ничего. Может, их спасли, а может, они умерли, и тела унесло в океан. 2-я зима была легче 1-й. Иван уже знал, что делать, как заготавливать еду, как утеплять жилье, как экономить силы. Он сделал масляную лампу из плоского камня с углублением и животного жира с фитилем из скрученных растительных волокон. Теперь в укрытии было светло по вечерам. Сделал подобие календаря, вырезая зарубки на дереве за каждый прожитый день. Считал дни, чтобы не потерять счет времени, не забыть, что он человек. К весне 2-го года Иван физически окреп, похудевший, но жилистый, с мускулами, закаленный ежедневным трудом. Кожа загорела до черноты. Борода выросла длинная, волосы спутались. В одежде из шкур с самодельным копьем он больше походил на первобытного охотника, чем на советского моряка.
Летом второго года случилось событие, которое стало переломным. Иван, как обычно, сидел на берегу, проверяя рыболовные снасти, когда заметил на горизонте точку. Сначала не поверил глазам, галлюцинации бывали, но точка приближалась, росла, превращалась в силуэт судна, настоящего живого судна. Иван бросился к сигнальному костру вершине холма, поджег его дрожащими руками. Пламя взметнулось вверх. Черный дым поднялся к небу. Он махал руками, кричал, хотя понимал, что с такого расстояния не услышит. Судно шло параллельно острову километрах в 5 от берега. Иван смотрел, молясь. Только бы заметили дым, только бы повернули сюда. Но судно продолжало идти своим курсом, не меняя направления. Прошли минуты, мучительные, бесконечные. Судно удалялось, не заметили. Или заметили, но решили, что это не сигнал бедствия, а дым от лесного пожара. Иван стоял на берегу и смотрел, как надежда уплывает за горизонт. Когда судно окончательно исчезло, он упал на песок и закричал, выплескивая всю боль. Кричал, пока не осип, потом просто лежал, глядя в небо. Неделю после прошедшего мимо судна Иван не мог заставить себя работать. Лежал в укрытии и смотрел в каменный потолок. Что-то сломалось внутри. Не тело. Тело было сильным. Сломалась воля. Зачем вставать? Зачем бороться, если все равно никто не найдет? На 8-й день его разбудил голод. Желудок сводило так, что невозможно было лежать. Иван встал, шатаясь от слабости, вышел наружу. Солнце било в глаза. Он дошел до ручья, напился воды, потом пошел проверять селки. 3 кролика автоматически освежевал, разделал, принес в укрытие, развел огонь, сварил в котелке с добавлением дикого лука и корней. Постепенно жизнь возвращалась. Организм брал свое. Нельзя просто лечь и умереть, если тело здорово. Инстинкт выживания сильнее отчаяния. Через несколько дней Иван снова вернулся к рутине, только теперь делал все без надежды на спасение. Просто жил, потому что не умел иначе. 3-й год на острове принес новое открытие. Иван расчистил небольшой участок земли рядом с ручьем, попытался что-то вырастить. Семена нашел в помете птиц, непереваренные зерна каких-то растений. Посадил в землю, поливал, ждал. Взошли странные растения с широкими листьями. Иван попробовал корни после термической обработки. Жесткие, горькие, но съедобные. Что-то вроде дикого картофеля или репы. Это был прорыв. Огород расширялся каждый сезон. Иван экспериментировал, высаживал разные растения, смотрел, что приживется. К 4-му году у него был настоящий огород размером с 10 квадратных метров. Дикий лук, что-то похожее на морковь, корнеплоды. Примитивное сельское хозяйство, но оно работало. Еды стало больше, разнообразнее. Весной 4-го года на острове Иван серьезно заболел. Началось с простуды, насморк, кашель, температура. Но без лекарств простуда переросла во что-то страшное. Жар поднялся так, что он бредил, видел галлюцинации. Лежал в укрытии, трясясь от холода под всеми шкурами. Кашель разрывал грудь, в легких клокотало. Пневмония. Иван думал, что умирает, даже смирился с этим. Лежал и ждал, когда придет конец. Но организм боролся. Молодой, закаленный годами выживания, он не сдавался. Иван пил отвар из коры ивы. Дед говорил, что в ней есть жаропонижающее вещество. Кутался в шкуры, спал по 20 часов в сутки. Жар держался 5 дней, потом начал спадать. Кашель постепенно отступил. Через 2 недели Иван смог встать, выйти на воздух. Был слаб, как котенок, но жив. Снова выжил, снова обманул смерть. После болезни что-то изменилось. Иван посмотрел на свою жизнь со стороны и вдруг понял, он не просто выживает, он живет. По-своему странно одиноко, но живет. У него есть дом, еда, занятия, есть распорядок дня, есть маленькие радости,
вкус свежей рыбы, тепло огня, красота заката над океаном. Это не та жизнь, которую он планировал, но это жизнь, и она имеет смысл просто потому, что он ее проживает. С этого момента Иван перестал ждать спасения. Не отказался от надежды совсем, просто перестал жить в ожидании, начал жить здесь и сейчас. Расширил укрытие, сделал отдельную комнату для припасов, построил навес у входа, выложил камнями дорожки от укрытия к ручью, к огороду, к берегу, благоустраивал свой остров, делал его домом. 4-е лето было самым спокойным. Иван обустроил все так хорошо, что жизнь стала почти комфортной. Огород давал урожай. Селки исправно ловили кроликов. Рыба шла в верши. Плетеные ловушки, которые он смастерил из гибких веток. Он даже научился делать подобие хлеба, перетирал зерна диких злаков между плоскими камнями в муку, смешивал с водой и выпекал лепешки на горячих камнях. Получалось жестко, но это был хлеб. Одежда из шкур стала более искусной. Иван научился кроить и шить костяными иглами. Сделал штаны, куртку, шапку, даже подобие перчаток. Выглядел как первобытный охотник, но одежда была теплой и удобной. Он продолжал вести календарь на большом камне у входа, вырезал зарубки за каждый день, группировал их по месяцам, считал время, чтобы знать, когда придет зима, когда сеять огород, когда начнется сезон миграции рыбы. Однажды августовским утром 4-го года, когда Иван, как обычно, ловил рыбу в бухте, он услышал звук, далекий, но отчетливый рев мотора. Сначала не поверил, но звук приближался, становился громче. Иван поднял голову, всмотрелся в океан. Судно. Траулер идет прямым курсом к острову. Сердце забилось так сильно, что больно ударяло в ребра. Руки задрожали. Иван бросился к укрытию, схватил заготовленный факел, побежал к вершине холма, зажег сигнальный костер. Дым взметнулся к небу, потом схватил копье, привязал к нему кусок яркой ткани и старого брезента и стал размахивать, кричать, прыгать. Траулер шел ближе. Иван видел его уже отчетливо. Советский флаг на корме, надпись на борту «Находка». Люди на палубе, они показывают в его сторону. Видит его. Судно замедлило ход, развернулось, пошло к острову. Спустили шлюпку. 4 мужчин гребли к берегу. Иван стоял на берегу, и слезы текли по лицу, смешиваясь с бородой. 4 года он ждал этого момента. 4 года боролся, выживал, терял надежду и находил снова. И вот оно спасение. Наконец пришло. Шлюпка причалила. Мужчины смотрели на него с изумлением. Капитан, пожилой мужчина с седой бородой, первым заговорил: «Ты кто, парень? Как здесь оказался?» Иван открыл рот, хотел ответить, но голос не слушался. Слишком долго не говорил с живыми людьми. Откашлялся, заставил себя выдавить слова. Ковалев, Иван Ковалев. Матрос с дальневосточника. Смыло за борт в 53-м. 4 года здесь. Капитан округлил глаза. 4 года на этом острове один. Иван кивнул. Один. Моряки переглянулись. Один из них, молодой парень, прошептал: «Господи, как это вообще возможно?» Капитан шагнул вперед, обнял Ивана неловко, по-отцовски. «Все, сынок, все. Теперь ты с людьми поплывешь домой». Слово «домой» прозвучало как музыка. Иван попросил дать ему час, хотел собрать свои вещи, попрощаться с островом. Моряки не возражали, ждали на берегу. Иван пошел к своему укрытию, собрал инструменты, которые сделал сам. Несколько шкур, деревянные дощечки с зарубками-записями. Прошелся по острову в последний раз. Огород, селки, ручей, где ловил рыбу, холм, откуда смотрел на океан. Этот остров был его домом 4 года, тюрьмой и спасением одновременно. Он ненавидел его и любил. Здесь он потерял многое, но и нашел кое-что: силу, упорство, понимание того, на что способен человек,
когда у него нет выбора. «Прощай», — сказал Иван вслух. Потом развернулся и пошел к берегу, где его ждали люди. Судно, дорога домой. Дорога на Большую Землю заняла 3 дня. Капитан Громов выделил Ивану каюту, накормил нормальной едой, дал чистую одежду. Команда смотрела с уважением и любопытством. Кто-то задавал вопросы. Иван отвечал скупо, не мог пока говорить много. На 3-й день вечером капитан позвал его к себе, предложил чай. «Слушай, Ковалев», — начал серьезно. «Когда мы причалим во Владивостоке, начнутся вопросы. Много вопросов. Военные, комиссии, врачи. Тебя числят погибшим 4 года, будут разбираться. Готов». Иван кивнул. «Готов. Мне нечего скрывать. Просто хочу домой к семье». Капитан помолчал, потом тихо добавил: «Сея, Иван, твоя мать умерла вскоре после известия о твоей гибели. Мне сообщили по рации, когда я запросил информацию о тебе. Прости». Мир перевернулся. Иван сидел, смотрел в стену каюты. Мать мертва, умерла, думая, что он погиб, не дождалась. А он боролся, выживал, мечтал вернуться, обнять ее, попросить прощения, и все напрасно. Она никогда не узнает, что он жив. «Есть еще сестра Маша и брат Петр», — продолжал капитан. «Они живы в родной деревне. Я отправил радиограмму. Они ждут». Иван медленно кивнул, хоть кто-то остался. 23 августа 1957 года траулер «Находка» причалил во Владивостоке. На пристани ждали военные, врачи, журналисты. Весть о найденном моряке облетела весь Дальний Восток. Ивана сняли с судна, сразу повезли в госпиталь. Осмотры, допросы. Врачи качали головами, не веря, что человек в таком состоянии мог прожить 4 года один. Комиссия военных проверяла его историю, сопоставляла даты, но все сходилось. Записи в вахтенном журнале «Дальневосточника», показания капитана Сухорукова, который все еще работал, готовясь на пенсию. Инструменты и записи, которые Иван привез с острова, служили доказательством. Через месяц его выписали из госпиталя, восстановили в списках, начислили задолженность по жалованию за 4 года, выдали документы, форму, билет на поезд до Архангельска. Иван ехал домой к сестре, к брату, к родным местам. Поезд шел медленно, останавливался на каждой станции. Иван сидел у окна, смотрел на проплывающие пейзажи. Мир жил, двигался вперед, пока он был заморожен в своем островном существовании. В купе с ним ехали 3 мужчин, пытались разговорить. Иван отвечал односложно. Разговоры давались с трудом, отвык от человеческого общения. Ночью в поезде он не мог спать. Слишком много звуков: стук колес, храп попутчиков, скрип вагона. На острове ночи были тихими. Здесь все было чужим. Иван лежал на полке, смотрел в потолок, считал зарубки на деревянной обшивке. На 5-й день поезд прибыл в Архангельск. Город детства казался огромным, шумным. До деревни ехать еще на автобусе 3 часа. Иван купил билет, сел у окна. Автобус трясло на разбитой дороге. Пассажиры громко разговаривали. Слишком громко. Деревня встретила тишиной. Маленькая, всего домов 30. Иван шел по знакомым тропинкам. Каждый поворот помнил с детства, но все казалось чужим. Дом родителей стоял на краю деревни, покосившийся. Иван остановился у калитки. Здесь умерли отец и мать, не дождавшись его возвращения. Вина грызла изнутри. Дверь распахнулась. На крыльцо выбежала женщина Маша. Взрослая, 23-летняя женщина с уставшим лицом. Она замерла. «Ваня, это правда ты?» Голос дрожал, слезы катились по щекам. Иван кивнул. Маша бросилась к нему, обняла крепко. «Живой, живой, Господи!» Она плакала, смеялась, гладила его по голове. Иван обнимал сестру и чувствовал, как внутри что-то размораживается. Они сидели на кухне, пили чай.
Маша готовила еду. Не переставая говорить, рассказывала о том, что было, как пришла похоронка, как мать умерла от горя, как брат Петька связался с ворами, получил 3 года, сидел, недавно вышел, работает на лесозаготовках. Как сама Маша вышла замуж, но муж спился, ушел, осталась одна с дочкой, девочке 7 лет. Иван слушал, кивал. Слишком много информации, голова раскалывалась. Он хотел просто сидеть молча, но Маша говорила, выплескивая накопившееся: «А ты, Ваня, расскажи, как там?» Иван попытался рассказать, но слова не складывались. Просто жил, делал то, что нужно, ловил рыбу, охотился, просто жил. Маша ждала большего, но Иван больше не мог. «Можно я лягу? Дорога тяжелая». Маша засуетилась, повела в комнату, постелила: «Отдыхай». Иван лег, накрылся одеялом. Мягко, тепло, пахнет домом, но чувствовал только пустоту и странное желание вернуться на остров, где все было понятно и просто. Заснул тяжело, снились кошмары. Встреча с братом прошла натянуто. Петр пришел вечером пьяный, обнял Ивана коротко, сел за стол. «Ну что, герой вернулся?» «Все про тебя говорят». Робинзон Крузо советский. В голосе обида, зависть. Иван попытался объяснить, что никакой он не герой, но Петр не слушал, пил, говорил горькие слова, ушел посреди ужина, хлопнув дверью. Маша расплакалась. «Прости его, жизнь сломала», озлобился. Недели шли, но привыкнуть к обычной жизни не получалось. Иван пытался, помогал Маше по хозяйству, но каждое действие требовало усилий. Разговаривать с соседями, ходить в магазин, спать в доме, где стены давили. Хуже всего были толпы. Однажды пошел на рынок с Машей. Много народу, шум. Иван простоял минуты 3, потом побежал прочь. Остановился только за деревней, в лесу. Маша нашла его через час. «Ваня, милый, что с тобой?» Иван не мог объяснить. Иван начал проводить в лесу все больше времени. Уходил на рассвете, возвращался к вечеру. Маша не мешала. В лесу Иван чувствовал себя собой. Однажды он встретил старика, местного охотника. Михалыч, лет 70. Старик разглядывал Ивана. «Ты, Ванька Ковалев, будешь?» Иван кивнул. Михалыч присел на пень, закурил трубку. «Садись, поговорим». Иван сел. Со стариком было легко. Михалыч заговорил. «Я тоже был один долго, в 41-м в окружении. Пробирался к своим 3 месяца один. Когда вышел, тоже не мог привыкнуть к людям. И как справился?» Михалыч пожал плечами. «Время помогло и лес. Я остался охотником. Живу на кордоне один. Раз в месяц в деревню схожу. Мне так лучше. Не все люди для толпы рождены. Некоторым одиночество ближе». Эти слова отозвались в душе. Иван понял, он не больной, не ненормальный, просто изменился. 4 года на острове сделали его другим человеком, тем, кому одиночество естественнее общества. И это не страшно. Не нужно насиловать себя, пытаясь стать прежним. Нужно принять нового себя. Михалыч предложил Ивану пожить у него, поработать помощником. Дело не хитрое, зато на природе тихо. Научу охотничьему делу по-настоящему. Иван согласился, не раздумывая. Это был шанс остаться в лесу, быть полезным. Маша расстроилась, когда узнала. «Ты только вернулся, а уже уезжаешь». Иван обнял сестру. «Машенька, я не могу здесь. Слишком шумно. На кордоне мне будет лучше. И недалеко, километров 20. Буду навещать». Маша всхлипнула, но кивнула. Понимала, что брат не может иначе. Кордон находился в глухом лесу, на берегу озера. Избушка крепкая, с печкой. Все простое, но добротное. Михалыч показал хозяйство. «Живи и обустраивайся. Работы хватит. Справишься». Иван кивнул. Справиться. Это была работа, которую он понимал, которая не требовала общения с людьми.
Месяцы на кордоне пролетели незаметно. Иван работал с рассвета до заката, учился у Михалыча премудростям охоты. Старик оказался хорошим учителем, терпеливым, мудрым, немногословным. Учил читать следы, ставить капканы, свежевать дичь, ориентироваться в лесу по приметам. По вечерам сидели у печки, пили чай. Михалыч рассказывал истории из своей жизни о войне, о том, как выживал в окружении. Иван слушал, иногда рассказывал о своем острове. Старик понимал без лишних слов. Между ними устанавливалось молчаливое понимание двух людей, познавших одиночество. Зима на кордоне была суровой, но Иван чувствовал себя лучше, чем в деревне. Здесь был дом, дело, смысл. Не нужно было притворяться нормальным. Можно было просто жить, работать, наслаждаться тишиной леса. Весна пришла неожиданно. Иван стоял у избушки, вдыхал влажный весенний воздух и впервые за долгое время чувствовал что-то похожее на радость. Михалыч заметил перемену. «Оживаешь потихоньку, глаза не такие мертвые стали». «Хорошо». Иван кивнул. Действительно, жизнь на кордоне делала свое дело. В мае 1958 года на кордон приехали лесники из районного центра. Начальник участка Семен Петрович, здоровенный мужик лет б-10 с добродушным лицом и двое помоложе. Семен Петрович сразу узнал Ивана. «Так ты тот самый Ковалев. Слыхал про тебя, как оно на большой земле». Иван пожал плечами. «По-разному». Семен Петрович, понимающий, кивнул. «Лес лечит, это точно. Сам после войны долго не мог прийти в себя, только лес спас». Разговор пошел о работе, о планах на лето. С этими людьми было проще. Они видели просто человека, который работает в лесу. Перед отъездом Семен Петрович предложил Ивану постоянную работу. Нужен человек на дальний кордон на озере Лобаново. Совсем глухомань. Ближайшая деревня в 50 километрах. Зимовать придется одному. Работа простая: следить за лесом, пожары предотвращать, браконьеров отлавливать, метеосводки передавать. Платят немного, но жилье, дрова, продукты – все за счет конторы. Подумай. Иван не раздумывал долго. Постоянная работа в лесу, одиночество, которое лечит, простой смысл жизни – все, что ему нужно. Согласился сразу. Михалыч одобрил. Правильно решил. Там хорошее место, проживешь спокойно. В июне Иван переехал на новый кордон. Семен Петрович лично отвез на катере по реке, потом пешком через лес. Кордон оказался еще более уединенным. Маленькая избушка на берегу озера, баня, сарай, вышка для наблюдения. Вокруг на многие километры только лес и вода. Тишина абсолютная. Рация, работая через день, инструктировал Семен Петрович. Раз в неделю передаешь сводку, раз в месяц приезжает катер, привозит продукты. Зимой на лыжах придется в поселок ходить. Если что, срочная рация. Вопросы есть? Иван покачал головой. Все понятно. Семен Петрович хлопнул его по плечу. Держись, увидимся через месяц. Ушел. И Иван остался один на своем новом острове. Только этот остров был добровольным выбором, не тюрьмой, а убежищем. Первые недели он обустраивался, чинил избушку, заготавливал дрова, изучал окрестности. Работа успокаивала. Он снова вернулся к жизни, похожей на островную. Только здесь было легче. Были инструменты, продукты, рация, не абсолютная изоляция, а контролируемое одиночество. Он начал вести дневник, записывая в толстую тетрадь свои наблюдения, мысли, воспоминания. Писал медленно, тщательно. Дневник помогал осмыслять прожитое. Однажды августовским вечером, когда Иван жарил рыбу у костра, он услышал голоса. Из леса вышли трое парней с рюкзаками. Туристы заблудились. Иван напрягся, но заставил себя успокоиться. Это его работа. Лесник должен помогать людям. «Здравствуйте, мужики. Заблудились? Садитесь,
Поужинайте, покажу дорогу». Парни благодарно плюхнулись у костра. Один из них, самый молодой, лет 18, воскликнул: «Постойте, вы Ковалев тот самый?» Иван нехотя кивнул. Парень заговорил взволнованно: «Я про вас в школе доклад делал. Наша учительница рассказывала, как вы выжили, сказала, что вы герой». Остальные заинтересовались, начали расспрашивать. Обычно Иван обрывал такие разговоры, но сейчас вдруг захотел рассказать. Рассказывал долго до глубокой ночи, о шторме и падении за борт, о первых днях на острове, о голоде и холоде, о борьбе с отчаянием. Парни слушали, затаив дыхание, задавали вопросы: как сделал первый огонь, как ловил рыбу, как не сошел с ума. Иван отвечал честно, не приукрашивая. Говорил, что много раз хотел сдаться, что плакал, что разговаривал с воображаемыми людьми, но каждый раз что-то заставляло встать и продолжать. Упрямство, страх умереть просто так, память о родных. Утром, когда туристы уходили, самый молодой протянул руку. «Спасибо вам за историю и за то, что показали. Человек может больше, чем думает». Иван пожал руку и вдруг почувствовал, что что-то важное произошло. Он впервые рассказал свою историю полностью для обычных людей, и это помогло. Груз, который давил, стал чуть легче. После этой встречи Иван начал по-другому смотреть на свое прошлое. Не как на кошмар, который нужно забыть, а как на опыт, который можно осмыслить и передать. Он продолжал писать дневник, но теперь связанный рассказ, который когда-нибудь кто-то прочитает. Годы шли, Иван продолжал работать на кордоне, жил простой размеренной жизнью. Ездил изредка к сестре, видел, как растет племянница Катя, радовался ее успехам. Встречался с Михалычем, пока старик был жив. Когда Михалыч умер в 1961, Иван чувствовал, что потерял учителя, человека, который помог вернуться к жизни. Он остался на кордоне 25 лет. С 1958 по 1983 год проработал лесником, спас от пожара тысячи гектаров леса. Помог заблудившимся туристам, воспитал молодых лесников, которые приезжали к нему учиться, стал легендой среди лесников всей области. Человек, который прожил 4 года на необитаемом острове и нашел свой дом в другой глуши. В 1959 году на кордон приехали журналисты из Москвы. Снимали фильм о людях, работающих в отдаленных местах. Узнали про Ивана, захотели взять интервью. Семен Петрович уговорил: «Ваня, это важно. Люди должны знать такие истории не для славы, а чтобы другие поняли, человек сильнее обстоятельств». Съемки заняли 3 дня. Фильм вышел через полгода. Его показали по центральному телевидению. После фильма пришло много писем. Люди со всего Союза писали Ивану, благодарили за пример, рассказывали свои истории, просили совета. Школьники присылали рисунки. Один мальчик из Ленинграда написал: «Когда мне плохо, я думаю о вас и понимаю, что могу справиться». Иван читал эти письма и понимал, его история имеет смысл не только для него. Она помогает другим верить в себя. Он начал отвечать на письма долго, обстоятельно. Это стало новым занятием, новым смыслом. Делиться опытом, помогать словом тем, кому трудно. На пенсию Иван ушел в 1983 году, когда ему исполнилось 53 года. Здоровье начало подводить, силы уже не те. Переехал к сестре в деревню, где она все еще жила, уже бабушка с внуками. Иван помогал по хозяйству, рассказывал внукам истории про лес, про остров, про жизнь. Дети слушали, затаив дыхание. Умер Иван Ковалев в 2003 году в возрасте 73 лет. Тихо, во сне, без мучений. Похоронили на деревенском кладбище, рядом с родителями. На похороны приехали со всей области: лесники, охотники, те самые туристы, которых он встретил на кордоне, уже седые с детьми.
Приехал постаревший Семен Петрович, произнес речь. Иван Михайлович был настоящим человеком. Прошел через испытания, которые сломили бы кого угодно, но не сломался. Жил достойно, помогал людям, оставил добрую память. Вечная ему память. На могиле поставили простой крест с надписью: Иван Михайлович Ковалев, моряк, лесник, человек, который не сдался. А через год племянница Катя, ставшая журналисткой, издала его дневники отдельной книгой. Назвала 4 года. История выживания и возвращения. Книга стала популярной. Ее читали школьники, использовали в учебниках ОБЖ, переводили на другие языки. История Ивана Ковалева стала не просто рассказом о выживании. Она стала символом того, что человек может вынести невозможное, что сила духа важнее комфорта, что даже после самых тяжелых испытаний можно вернуться к жизни, найти смысл помочь другим. Остров не сломал его. Он сделал сильнее, мудрее, глубже. И эта мудрость, этот опыт пережили самого Ивана, передались следующим поколениям через книги, фильмы, рассказы тех, кто его знал. А на безымянном острове в Тихом океане, где Иван прожил 4 года, до сих пор стоит его укрытие, полуразрушенное, заросшее мхом. Иногда туда заплывают рыбаки, находят каменные инструменты, остатки самодельных селков, вырезанные на деревьях, зарубки-календарь. Смотрит с уважением и думает, как же он выжил здесь, как не сошел с ума. И находит ответ в его собственных словах из дневника. Выжить можно, если не сдаваться, не бояться одиночества, не терять надежду и помнить, что ты человек, а не животное. Человек может все.